Начав масштабные бомбардировки гражданской и социальной инфраструктуры Украины прошлой осенью с целью сломить сопротивление, российские власти, похоже, не учли важный нюанс, что для нанесения таких ударов с помощью беспилотников не нужно быть сильно технологически развитой страной, как это демонстрирует Иран, а следовательно, в эту игру можно играть вдвоем. Причем, чтобы соорудить дроны, которые полетят на тысячи километров, нужно гораздо меньше времени, чем для разработки ракет. К тому же они дешевле. Так и произошло. Всего спустя полгода после российских атак инфраструктуры первые дроны прилетели в Москву, а спустя еще полгода это стало рутинным событием, и теперь БПЛА атакуют российскую столицу чуть ли не каждый день. Таким образом, война пришла к тем, кто ее начал, и количество атак будет только расти. Российские военные пытаются противодействовать этим атакам с помощью радиоэлектронной борьбы и установки наблюдательных пунктов на крышах жилых домов с дежурящим там персоналом с антидроновыми ружьями. Но пока это не сильно помогает, и, вероятно, рано или поздно необходимо будет использовать системы ПВО. А это означает закрытие воздушного пространства, так как зенитные ракеты могут запросто сбить гражданский борт вместо боевого БПЛА. Для Москвы, которая является крупнейшим транспортным узлом российского государства, это будет серьезным ударом и ликвидацией нормальности жизни. К тому же, для защиты такого большого города потребуется много систем ПВО, что вынудит россиян перебрасывать их с линии фронта. Также ударом подвергаются российские авиабазы. Так на днях был поражен аэродром Сольцы Белгородской области, где был уничтожен по меньшей мере один бомбардировщик Ту-22М3, что подтверждается кадрами. Восток. Российские войска продолжают свои атаки в направлении Купянска и Лимана, но сил на то, чтобы прорвать оборону и хоть как-то продвинуться, у них, похоже, нет. После продвижения на несколько километров в начале этого локального наступления линия фронта тут не меняется уже которую неделю. Тем не менее, отмечается, что у россиян на этом направлении сосредоточены резервы, которыми они могут усилить давление на украинскую оборону. В районе Бахмута российские войска в очередной раз предприняли атаку украинских позиций на южном фланге с использованием бронетехники в районе Клещеевки. В итоге наступающие войска понесли потери в количестве 2 танков и 2 БМП, после чего отступили, не добившись успеха. Юг. Продолжаются бои на Бердянском направлении. После освобождения села Урожайное новых продвижений украинских войск замечено не было. Россияне встали в оборону в селе Завидне-Бажання, в излучине реки Мокрые Ялы. Тем не менее, украинским войскам не обязательно штурмовать это село, так как дорога на Старомлыновку идет в стороне, и в случае продвижения к этому селу россияне рискуют оказаться в окружении. Основные успехи последних дней украинской армии были на Токмакском направлении, где украинским войскам удалось взять под контроль большую часть села Работине, а также расширить клин в стороны. Что важно, данное село находится на возвышенности, и в случае его полного захвата и оттеснения россиян на 2 километра, это будет означать овладением наивысшей точки на пути к Токмаку. Именно поэтому россияне так упорно держатся за это село, бросая сюда резервы. Примечательно, что в селе Работине оставались мирные жители, несмотря на более чем 2 месяца серьезных боев, и теперь украинским войскам удалось их освободить из российской оккупации. Спасибо за просмотр, как всегда буду благодарен поддержке видео лайками, подпиской, комментариями, желательно адекватными, но также становитесь спонсором на YouTube и Patreon, и не забывайте донатить ЗСУ.